Мечты. Что может быть священней, индивидуальней для каждого человека, кроме его собственной персональной мечты? Та, которую он не рассказывает, та, которая приходит к нему в сновидениях. В конечном счете все мы боремся для того, чтобы осуществить свою мечту. Но наш герой, у него возникли небольшие трудности с исполнением своих желаний. Какие именно, вы скоро узнаете. Поэтому прошу вашего внимания. Человек с несбывшимися мечтами. Я устал. Эта жизнь, она не для меня. Дело в том, что когда я родился, я уже был в плохом расположении духа. Я родился с кислой миной, как будто уже что-то пошло не так. Мой отец, он всегда мечтал о беззаботной жизни. Он хотел себе спортивный мотоцикл и легкую жизнь, но в итоге получил меня и зеленый москвич комби. Когда у него родился сын, он долго не признавал меня. Он называл меня маленькой, писклявой, красной личинкой человека. А он в таких кругах не водится и с такими людьми не общается. И знаться он со мной не хотел. Даже в детстве я мечтал стать червяком Джимом. Всем известный мультик, но у меня не сложилось стать червяком Джимом. Когда я уже немножко подрос, я мечтал стать таким, как Брюс Ли, похожим, таким же ловким, таким же справедливым, неуловимым, сильным. Но я даже хотел записаться в спортивную секцию, но меня не взяли из-за проблем с сердцем, потому что тренер умер от сердечного приступа на водной тренировке. Это удивительно, такого не бывает. Он был молодой совсем тренер, ему было от силы лет 9. Я думаю, его подставили, потому что это невозможно. Кто-то за этим стоит обязательно. Делать было нечего. Я начал тренироваться сам. Я прыгал дома на матрасе вертухи, крутил сальто, и уже через несколько месяцев у меня была превосходная физическая подготовка, мне не было равных, то есть я уже через некоторое время смог дать отпор саранче садовой без проблем. Подтягивался больше пьяных дембелей и бегал быстрее, чем бешеные собаки, которые у нас были во дворе. Таскал тяжести больше, чем муравей. По соотношению, он в 10 раз больше поднимает. То есть я в очень хорошую форму себя привел. Потом я решил всерьез заняться спортом. Когда я увидел результаты, увидел свой первый мускул и увидел Арнольда Шварценеггера, я загорелся, я захотел заниматься серьезно, полностью с головой уйти в качалку, стать самой огромной, самой
массивной глыбой 14-летней у себя на районе, да и вообще в мире хотел быть самым огромным. Но дело в том, что у меня в селе было только всего лишь одна тренажерка, да, и та называлась, зачухана какая-то, Мускула Валеры. Я помню эту надпись, она светилась ночью. Я ходил туда, занимался, но недолго, потому что спортсмены или те люди, кто приходил в этот зал, они между подходами в упражнениях делали плохие вещи. Они пилили снаряды, блины, все это выносили и издавали. В общем, все, растащили весь зал у Валеры. Наверное, зря он открыл свой зал напротив пункта металлоприема. Это, наверное, был уже его просчет. И контингент все-таки людей уже такой. Вот. Не знаю, что там не срослось. Когда я, как-то летом тоже захотел подработать немножко, накопить себе, летние каникулы на велосипед, на спиннинг, чтобы ездить на рыбалку. Но отец меня отговорил, он сказал, что у меня и так все будет. Мы поехали с ним в спортивный магазин, где я выбрал велосипед, какой мне понравился, спиннинг, любые там все снасти, я набрал всего. Когда уже пришло время, расплачиваться, он попросил принести ему из машины пистолет и топор. Вот. Я принес и отправился на рыбалку, но отца я не видел, наверное, следующие лет 5-6. Это такие детские воспоминания. Вот. Потом, когда я подрос, стал уже старше, я захотел себе автомобиль. Это не какой-то простой, бюджетный, а роскошный именно. Вот. Я устроился на работу, я 3 года выставлял огурцы в магазине на полке. И в конечном счете я накопил, я осилил все это дело, задумку, поднакопил деньжат и по объявлению одного продавца выцепил Мерседес, подчеркну, что не какой-то там чего-то где-то, а именно Мерседес, этого как бизнес-класса, все, престижный седан. Но по документам ему было 40 лет, но выглядел он всего лишь на 30 лет выглядел, такой свежачок. Вот. Но тоже не очень хорошие воспоминания о этом моменте, потому что когда я его купил, после того, как я передал деньги, я смог проехать всего лишь 17 метров. 17 метров и даже не крутнулся этот счетчик километража, чего-нибудь там, я не знаю. Он даже не шелохнулся, я проехал 17 метров, и он сломался. Даже я посмотрел в боковое зеркало, продавец от меня бежал быстрее, чем я ехал, и он убежал значительно дальше меня, причем что я был на машине. Это, тоже удивительно, но такой факт тоже имеет место быть в моей жизни. Тоже не срослось, сами понимаете. Потом уже я хотел найти девушку своей мечты. Я, конечно, помню этот день, встретил ее в маршрутке. Я сидел, ел, курицу ел на сиденье, с картошкой жареной. Сидел, ел. Я услышал, что
просыпала мелочь, она просыпала мелочь и нагнулась, ну я сразу понял, схватил ее так. Ну, сразу понял, мое. Вот. Ну, я, конечно, там поступил по-благородному. Я поделился с ней курицей. Ну, картошку я доел. Ну и 2 рубля я ей еще дал, 2 рубля. Она там потеряла, когда рассыпала. А я помог ей. Она сразу же так хорошо расположилась ко мне, чувствовала это. Ну, после этого, конечно, я стал за ней ухаживать. Вот. Стал приходить к ней. Бывало, приду к ее дому, она лежит у подъезда в сугробе, что-то там колохочет невнятно, ну, под нож в сугробе, ну, я не знаю, никогда не лежал. Вот, я ее вытащу оттуда, она говорит, что холодно ей, холодно, она не чувствует ног. Я ее затащу в подъезд ближе к батарее, делаю все, что возможно, все, что в моих силах. Она говорит, что не чувствует ног. Я снимаю кроссовки, вплотную их к батарее, ее ноги ставлю, чтобы она отогрела. Она верещит. Вообще просто непонятно, почему она говорит. У меня ноги почернели, посмотри, ноги черные, уже все, на ампутация там будет, наверное, скорее всего, я буду без ног, такая истерика, это был кошмар. Я ее начал успокаивать, спокойно, все в порядке, это всего лишь носки, черные это носки, она долго не могла в это въехать. Потом тоже решил ей сделать приятно, как бы подарить ей одежду. Мы с ней поехали на рынок, на китайский рынок брендовой одежды. Там красивая, настоящая одежда, чтобы выбрать ей там. Но мы не могли долго подобрать ей очень обувь. Потому что, как выяснилось, у нее 47 размер ноги, 47 я не видел просто даже таких, ну, увидел уже у нее. Вот. Я долго этого не замечал, потому что я не придавал значения, ну, ноги как бы, даже, ну, не смотришь у девушки на ноги, ноги, ну. Когда уже потом я заметил, мы лежали на кровати, просто смотрели телевизор, и ее ноги уже стали заслонять 50-дюймовую плазму, и тогда я уже понял, что это уже не норма, это надо уже что-то предпринимать. Потому что, ну, это трудно жить с этим, с пониманием этого. Конечно, да, с обувью пришлось тяжко, но когда она примеряла кофту, она почему-то взяла 60-й размер. Ну, для девушки 60-й размер. Я удивился, спросил, ну, даже для меня великовато 60-й. Говорю, почему такую большую кофту берешь? Она говорит, это на вырост. Я говорю, на какой вырост? Тебе уже почти 30-ник, ты не вырастешь уже, ну, никуда, никак. Она говорит, ну, это еще мы не поженились. То есть она расти после свадьбы собирается, что ли? Или кто, если в этом разбирается, почему она так сказала, я, ну, очень, ну, я спорить тоже не стал. Прости, может, там как-то будет. Вот, ну, и, разумеется, я мечтал всегда присадить ей свой корнишон, да, ей в клумбу. Вот, но когда я привел ее в дом, в свой дом, отец ей сразу же сказал, что пока она живет здесь, она будет исправно готовить, стирать, убирать и давать. Но она сказала, что ничего из этого делать не собирается. И еще одна моя мечта полетела ко всем чертям. Даже вот когда мы на даче с ней были, у нас отключился свет, погасла
ну, отключилось электричество, свет погас. Я ей предложил заняться кое-чем интересным. Она согласилась, я обрадовался поначалу. Она начала собирать инструменты, одела какие-то болотники, какой-то пуховик, побежала в соседнюю деревню, но я за ней, разумеется, потому что мало ли что. Она увидела трансформатор и начала, ну, подбежала к нему, как она тогда говорила, что она пыталась его отремонтировать, чтобы у нас появился свет. Она дергала все рычаги, что там было, она тыкала ломом в него, говорила, что знает какую-то методику, кто-то у нее там был электриком, она пыталась починить, но потом я увидел искру, ну, краем глаза, и увидел уже, как у нее горит пуховик, она упала, как мешок с цементом, наглухо лежит. Я, ну, разумеется, подбежал к ней оказать помощь, что это, ну, вообще с ней происходит. Она сказала, что у нее горит пуховик, и у нее боль в животе, что-то крутит, ну, непонятное ощущение. Ну, я опираюсь уже на свой опыт, да, дал ей активированного угля и, ну, бросил ее просто в сугроб, ну, чтобы потушить пуховик. Ну, по моему мнению, это было самое оптимальное решение. Вот. Ну, после этого она впала в кому через некоторое время, буквально. Вот, пролежала она в коме где-то примерно 3 года. После она оклемалась, очухалась. И первое, что она меня спросила, когда пришла в здравый рассудок, она спросила, изменял ли я ей за это время, пока она лежала в коме, и спал ли с кем-нибудь, ну, кроме нее. Я, ну, как на духу ей ответил, что, ну, да, было, там, все-таки она отнеслась с пониманием. Все-таки такой большой срок, 3 года, и, ну, шансы невелики, говорили доктора. Вот. Но она меня все выпытывала, с кем же, тоже смог стать той заменой для меня ей. Но я ей сказал, что ее мама просила не говорить ей об этом. Ну и она как бы уже потихоньку эта тема замялась. Хотя мне главврач, который уже, да, этой больницы, мне говорил, что она сама не святая, и пока лежала в коме, пару раз изменила мне с санитаром, который тоже обслуживал ее в то время, пока она лежала в коме. То есть, ну, получается, у нее тоже рыльце в пушку, и она не стала докапываться до меня, как бы такая вот тоже ситуация. И уже после того, как она вышла из комы, она очень сильно обленилась, она не делала абсолютно ничего, только лежала перед телеком на диване, не готовила, не убирала, хотя ее отец, когда мы уже знакомились, он мне говорил: Володька, заставляй ее готовить, одним куннилингусом сыт не будешь. Я запомнил эти мудрые слова. Вот. И когда она копала, вот сейчас вспоминаю уже, когда она копала мне пруд на даче, почему-то тоже ей в голову взбрело выкопать пруд, ну, за место бассейна. Бассейн у нас не было, но зато она решила выкопать пруд. И она говорила, позвала меня, говорит, посмотри, почва-то сплошная глина. Я подтвердил, говорю, да, вот у нас такая местность, одна глина кругом, и вообще очень много одной глины. А у нее загорелись глаза сразу же, она сказала, давай мы с тобой купим аппарат для формовки кирпича, и
построим замок, 30-этажный замок из кирпича. Я сначала удивился, зачем нам аппарат для формовки кирпича. Потом уже, конечно, дошло. Но мы с ней так посовещались и все-таки решили, что это неплохая идея. Глина безлимитная практически, один только аппарат и все. Как с ее слов, у нас будет 30-этажный замок, будем там что угодно делать, прыгать, кувыркаться, воспитывать детей, собак, выгуливать, что угодно. Но когда я все-таки скопил, да, это тоже нелегкое было занятие, я откладывал где-то года 2, наверное, на этот аппарат формовочный. Я смог купить, выцепить там по объявлению, и то есть не новые, они все дорогие, формовочный аппарат для кирпича. Но когда я его купил и принес домой, где-то дня через 3 он пропал. Его не стало. Я, конечно, был в смятениях, я не знал, что и думать. То есть, кроме нее никто не имел доступа, и никто даже не знал, что у нас он есть, этот аппарат. И через какое-то время я набрался храбрости и спросил у нее, как так, где он может быть, этот формовочный аппарат, как мы без него будем строить этот замок наш 30-этажный. На что она ответила, что она на барыге или на барахолке какой-то выменяла его на щипчики для ногтей. То есть поменяла. Я, конечно, моему удивлению не было предела, я не знал, что мне думать. Она сама хотела и мечтала об этом. И я так ей решил намекнуть немножечко. Говорю, как же так, мы же мечтали о замке, где мы будем там жить, сады там разведем, воспитывать детей будем. Она сказала, замки замками, мечты, все это мечты, а вот ногти-то стричь это надо каждый день. Они растут, и что, как мы будем с такими заросшими ногтями строить-то этот наш 30-этажный замок? Я ничего не сказал, потому что лишний раз получать по роже или там лопатой огрести тоже это лишнее. Вот. Я, конечно, смирился с этим, хотя свои ногти я отщипнул еще в 97 году. Все полностью на ногах, у меня вообще нет ногтей. Я не помню, что это было. Это была какая-то грибковая холера или что-то, такое, я смутно припоминаю, мне было тогда мало лет. Но все плакали и не знаю, что делать с этими ногтями. Они валились, сыпались, у каждого собаки не могли кость закопать. Такая беда была, они просто тыкались в землю своими лапами без ногтей и что-то скулили как-то. Это все тоже очень нелегкие времена были. Вот. Как-то еще раз помню, что в ванной полотенец не было, они недавно там выстирались. Я решил отнести их в ванну, повесить. Захожу, а она играет моих солдатиков. Моих коллекционных солдатиков. Мне, конечно, не жалко, мне даже наоборот радостно, что мои солдатики, хоть, и кроме меня еще кому-то интересны. Я только за это все. Я бы даже с ней поиграл там. Но она засунула генерала себе в пещеру, и он оттуда, как какая-то крыса, по-другому не сказать, отдавал приказы. То есть это уже ладно, что она там играла на своих полигонах. Это ничего страшного, только местность для солдат это лучше. Но вот этот
с генералом вот этот случай, это был последней каплей. Мы расстались, и в итоге она оттяпала у меня полквартиры, хотя мы даже были не женаты. Мы были не женаты, и как она оттяпала у меня полквартиры, у меня даже не было никакой квартиры, но почему-то она с ехидной улыбочкой такая посиживала, и по всему, видимо, она осталась довольна. Надо будет как-то навестить ее, чтобы она тоже напомнила мне хотя бы, где мои полквартиры. И потому что без меня не мое поделить, но это неслыханная дерзость, неслыханная дерзость. Вот. И от всех уже вот этих вот своих проблем, от всех вот этих вот несбывшихся мечтаний, я уже вообще как шарик по улицам летаю. Я никого не замечаю, я не думаю вообще ни о чем. Недавно вот тоже шел по улице, какого-то, ну вообще уперся в какого-то бомжа, даже я его не заметил, а он мне тычет ножом, говорит: ну-ка давай отдавай все, что у тебя там есть. Я говорю: у меня вообще ничего нет, у меня даже того, что не было, наполовину разделили и отобрали. То есть ни денег, я вон пешком хожу, и то... Ну, он такой вошел в положение, так понимающий, ко мне отнесся, открыл помойку вот эту вот свою, говорит: ну, давай тогда, что, заселяйся, будем вместе кантоваться. Говорит, это... Помойки сейчас стали делать комфортабельные, лучше, чем те старые. То есть и полежать в них удобно, и все, и посидеть, и жить вообще, и тепло в них. Что он давно о таких мечтал. Вот. Ну, он там боярышник нам разбодяжил. Вот. Ну, я хотя бы рад, что хоть у кого-то сбываются мечты. Да. А что стало с твоими мечтами?